Диана Анкудинова, Бах творит. Реакция. С вами преподаватель вокала Орлеанна. Ребята, я прислушиваюсь к вашим просьбам на своем канале, к вашим комментариям. Мне очень важно, чтобы я находилась с вами все время в контакте и делала именно те реакции, которые вам интересны. Слава богу, на моем канале уже сложился определенный костяк постоянных зрителей, которые хотят смотреть определенные видео, кидают мне ссылки. Вы знаете, для меня это даже более, пожалуй, интересная работа, потому что я не задумываюсь о том, что бы мне такое интересное найти и сделать. Я делаю то, что интересно вам. А то, что интересно вам, интересно и мне узнать. Потому что так как я занимаюсь в основном джазовой музыкой, а джазовая музыка — это все-таки музыка, которая ориентируется не на новые какие-то веяния, а на то самое лучшее, что было до нового времени. Так вот, ребята, это длинное предисловие к тому, что сегодня мы с вами посмотрим новую песню Дианы «Бах творит». Вау, я уже готовлюсь к тому, что это будет нечто. А я напоминаю, если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно нажимай на красную кнопочку внизу. Вау! Сейчас будет вау! Вау! Токката и фуга ре минор Баха. А сейчас прозвучит композиция, которую я исполняла на Ну-ка, что там? набережной в Самаре. Видите, как интересно Диана рассуждает? Она уже актриса, видите? Она уже общается со зрителями и ведет себя на сцене, как будто бы она 50 лет в джазе, как у меня присказка есть, 50 лет в джазе. 50 лет на сцене, как будет уже огромный опыт. Но у нее действительно большой опыт, да, несмотря на то, что она очень юная. Начала она петь с самого раннего детства, поэтому сейчас, обучаясь еще в ГИТИСе, она уже, видите, еще больше наращивает свой талант выступлений и как-то так даже слова пропадает, она такая умница. Честно, не помню, какой это был год. Мама точно все знает, все года, сколько мне было лет. И эту песню я исполнила единственный раз, вот именно в той набережной, на той набережной. Я поняла, что именно эта песня очень удобная мне, и в данный момент она, очень хорошо звучит моим голосом. Видите, какая подробная инструкция от Дианы Анкудиновой, как она, можно сказать, со зрителем общается о том, о чем обычному артисту как бы неприлично говорить своему зрителю, да? А Диана так совершенно спокойно рассуждает о том, что вот эта песня очень хорошо звучит в ее исполнении, и вот ей это очень удобно. Когда вы слышали от каких-то других певцов, что песня им очень удобная, и, да, обычно это как-то не принято обсуждать. Кажется, что артисту должно быть подвластно абсолютно все, абсолютно весь репертуар, который он поет. Но нет. Как понимаете, Диана открытая душа и рассказывает нам подноготную кухоньку, так скажем, вокального своего пути. Я не знаю, известна эта песня или нет, но для меня она шикарна. Песня на русском языке, исполнял ее Стас Намин, группа «Цветы». Бах творит. Бах творит. Меня зовут Иоганн Себастьян Бах. Мое призвание — растить музыкантов и сочинять музыку. Вау! Это действительно Бах — это тот человек, который воплотил свой потенциал, свой талант, воплотил в жизнь и максимально раскрылся, максимально раскрыл свой потенциал, максимально. И это человек, который занимался самоотверженно музыкой, который, несмотря на все трудности, все равно продолжал писать произведения, продолжал создавать клавиры, создавать ХТК, который мы все знаем, да, очень огромное количество, огромное наследование музыки.
от этого музыканта у нас осталось. И можно сказать, Бах — это тот композитор, на котором воспитываются все классические музыканты. То есть это такая база, которая, по идее, должна быть не только для классиков, она должна быть для всех. У нас Баха изучают все абсолютно, и эстрадники, и народники, и вот классики. Да? Бах — это такая вот, знаете, фундамент, можно сказать. Вот с этого все такое, ну как сказать, не то чтобы началось, нет, с этого не началось, но Бах — это вот просто невозможно пройти мимо Баха, если вы профессиональный музыкант. Не знать Баха музыканту, ну это стыдно. Это стыдно. Если музыкант не знает Баха, не слышал ни разу, значит, это не музыкант. Вот так. Спи, древний город, забыв во тьме дневную суету. Спи во власти сонной тишины, скрыв во мрак немую красоту. Лишь где-то вдруг свеча горит, и в спящем городе орган звучит. Я реально, знаете, сейчас так погрузилась в слова. Это действительно ведь так. Бах очень много работал по ночам. Бах очень много писал музыки именно ночью. Да как, в принципе, многие талантливые, гениальные композиторы, вообще артисты. К артистам я причисляю всех абсолютно профессионалов своего дела, которые горят из души у них. Они просто не могут не делиться тем огнем и тем внутренним миром, который у них есть. Они просто вот не могут. Это невозможно для них, это смерть, просто не поделиться тем, что у них есть внутри. И я очень ярко представляю себе эту картину, как действительно спящий город, вот это вот Германия, а Бах сидит над свечой и пишет свою очередную фугу или инвенцию или токкато. Да. Да. Какая крутая песня. Я ее запомню для своих студентов. Ага, песня в роковом стиле, да. Вот благодаря тому, что Диана сейчас поет эту песню, она делает, она делает такой большой, распыляет просто такой огромный свет вокруг себя. Потому что, в среде профессиональных музыкантов все знают Баха. Но люди, которые не занимаются музыкой, эту фамилию, возможно, слышали, а возможно и нет. Не то, что уже там про какие-то произведения говорят, да. Дианка просто умница. Не могу. Мне прям даже сейчас слезы навернутся. Можно я ничего не буду говорить просто? Мне действительно просто сейчас слезы потекут. Все, что скрыто в сердце у тебя, все, что в глубине души, лишь свет волшебный озарит. Надо было чуть-чуть, ребята, пораньше остановить. Там, конечно, вот есть места. Я не знаю, может быть, вообще Диана взяла и оригинальную тональность, и вообще не изменила ее, и спела в низкой оригинальной тональности, да. Там, конечно, очень низкие ноты, и даже слышно, даже Диане, они низкие были. Вот. Но даже если нужно петь песню какую-то, да, она неудобная, может быть, где-то по диапазону, если ее наверх поднимать, то можно использовать такой прием, как Диана использовала, такой мелодикламационный такой шепот практически, да, то есть это можно как прием использовать, говорить про это как прием, да, но
вот так вот музыкально и ритмично переходить на шепот в низком регистре, это тоже очень большое мастерство. Когда над городом орган звучит, твори, и только звезды смотрят вниз, роняя слезы. Какая крутая песня, какая классная. Ну вот это в стиле рок она написана, да, в стиле рок, гитары, басы, все вот бит сам по себе, это такая вот истинная классика рока. Мне нравится, как она поет эти высокие ноты. Мне очень, ребята, я не знаю, мне кажется, я каждый раз говорю вам про то, что это лучшая песня Дианы, это лучшее исполнение Дианы, это вообще самое-самое, да, это вот самое крутое. Я каждый раз действительно так считаю, понимаете? Я не просто так говорю. Я каждый раз действительно так считаю. Вот, казалось бы, вот буквально недавно я тоже смотрела видео, и мне казалось, что там было лучшее исполнение. Вот что значит настоящий артист. Ты просто смотришь и говоришь «the best». The best. Simply the best. А вот это были, ребята, вокалист, да, вокалист, вставочки. Вокалист в данном случае выполняет роль, так скажем, бриджа, некой нового музыкального материала. И, ну, это для рока достаточно такая стандартная схема развития произведения, да. Вокалист очень хорошо здесь звучит. А как классно у Дианы сделан был этот концерт в «Гнезде глухаря», да, ребята? Это же как здорово. Она подготовила такой потрясающий видеоряд. Вот фильмы, ну это, конечно, не историческая хроника, тогда еще у нас не было кинофильмов, да? Это кадры из фильма, который снялся, конечно же, уже после. Кстати, напишите название фильма, из которого взяты эти кадры, да? Мне интересно, я не знаю, ребята. Я продолжаю вместе с вами образовываться. Вау! Ребята, вы заметили, какое на последней ноте у Дианы пошло расщепление классное в голосе? Да, такое, которое классно сочетается вот с этим роковым стилем, и оно естественно слушается, естественно, мне очень нравится такое звучание, когда, вы знаете, это не натужный какой-то скрим или там рычание, да, которое вот прямо с принуждением звучит, оно вот такое вот естественное, которое рождается от правильной работы мышц, а потом в дальнейшем такого расслабления чуть-чуть происходит дисбаланс легкий, но этот дисбаланс, он не нарушает, так скажем, музыкальную составляющую произведения. Да? Это, наоборот, добавляет некую краску такого, как будто что-то ленивое в конце возникло, что вау, Бах творит, он потрясающее произведение писал, вот это просто такой багаж наследия музыкального, ну, его невозможно вообще всего в принципе изучить от начала и до конца. Ну, невозможно. Это если просто взять все произведения Баха, и начать их переписывать в нотную тетрадь, то, ребята, не хватит жизни. А когда он успевал это делать, вообще непонятно. Просто вот не хватит жизни, чтобы это переписать. Это такое огромное наследие. Мы все равно, вот, даже профессиональные музыканты, мы по верхам изучаем его. А там такой багаж, просто невероятный. Поэтому, ребята, если вас заинтересовало творчество Иоганна Себастьяна Баха, то welcome.
библиотека, отдел литературы по искусству. Находите, изучайте. Спасибо огромное, Диана. Диана, она не просто вокалист, она еще преподаватель, который на сцене, понимаете? У нее задача глобальная. У нее задача глобальной актрисы, певицы, которая несет именно тот самый свет, который необходим сейчас в наше время, на нашу эстраду, потому что, сами понимаете, во что превратилась наша эстрада. Это уже такой концерт повторяющихся одинаковых артистов, которые 50 лет на сцене и не пускают молодые таланты туда. С одной стороны, вроде бы, почему бы и нет, но дайте дорогу молодым. И вот Диана, она просто умничка, что несет не просто вот эти вот все новые... Вот то, что сейчас молодежь слушает в ТикТоке, это кошмар вообще, просто кошмар, да? Вот эти вот песенки такие из 3 нот, там, я не знаю, что там петь. Ну, хайпуют ребята, ничего не скажешь. У Дианы настолько сильный профессиональный посыл, что это говорит о ее серьезности заниматься музыкальной карьерой долгие-долгие годы. Диана, спасибо огромное за это. Ты потрясающая просто. Я тебя, вот, не знаю, я тебя обожаю, просто обожаю. Больших успехов и дальнейшего творчества. Ребята, если вам понравилось это видео, то обязательно поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Ведь знаете, что это помогает развитию канала. Будьте подписаны на канал, не пропускайте новинки, новые видео, ставьте свои лайки, пишите комментарии, предложения по реакциям на новые видео. Я буду вам за это очень благодарна. И хочу так сказать, ребята, в конце, что несмотря ни на что, несмотря ни на какие веяния, давление, влияние со стороны, всегда старайтесь слушать свое сердце и понимать, тем ли вы занимаетесь, то ли вы хотите дать этому миру, что сейчас делаете. Конечно же, иногда нам приходится делать то, что нам не нравится. Но если вы прислушаетесь к своему сердцу, то вы поймете, что эти трудности, они даны для того, чтобы развить тот самый талант, который есть в каждом из нас. И я желаю вам раскрыть именно ваш талант. Этот талант может быть в какой угодно области. Он может быть в математике, он может быть в физкультуре, он может быть в химии, он может быть в строительстве. Я желаю вам всем заниматься любимым делом. Ребята, с вами преподаватель вокала Орлеана. И до новых встреч!